Всем привет! Вы на канале Брауни, и это вторая часть видеоразбора самых жутких клипов в истории кей-поп жанра. Как оказалось, в первой части я действительно пропустила достаточно много интересных примеров, о которых вы написали мне в комментариях. К тому же в этот раз я решила все-таки добавить в подборку клипы, которые показались мне слишком попсовыми, известными и недостаточно жуткими для первой части, но которые вы ожидали там увидеть. Как я уже говорила, несмотря на всю стерильность жанра, который на первый взгляд может показаться максимально милашно-розовым, концепты у кей-поп-артистов все-таки разные, и некоторые из них решаются показать достаточно смелые вещи, несмотря на то, что мрачная эстетика в целом не особенно популярна среди корейских исполнителей и их фанатов. Тем не менее, клипов в просто готическом антураже с присутствием какой-нибудь вампирской эстетики, как у ENHYPEN, или мрачных подтекстов, как у Red Velvet, здесь не будет. При всей моей любви к ним ничего пугающего или отталкивающего в их клипах на экране не происходит. Здесь будут только те видео, которые имеют рейтинг 19+, содержат жестокие или неприятные для просмотра сцены, а также те, которые могли бы напугать вас или меня в детстве. А знаете, что еще много лет назад пугало меня, а теперь пугает многих из вас? Правильно, экзамены. Особенно учитывая, что до них осталось совсем немного времени. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что бояться и слишком сильно волноваться не стоит. Особенно сейчас, когда есть школа по подготовке к экзаменам «Сотка», которая готова прийти вам на помощь. «Сотка» поможет вам подготовиться ко всем 4 предметам на выбор по одной подписке в одном месте и всего за 6290 рублей по тарифу «Стандарт» и 7550 рублей по тарифу «Про». Подтянуть предметы поможет постоянная практика, домашние задания, тренажеры с заданиями из ЕГЭ и ежемесячные пробники. Кроме того, у вас будет персональный помощник и ежемесячные вебинары с психологом, ведь во время экзаменов важно помочь себе справиться со стрессом. Сейчас самое время, чтобы заполнить пробелы в знаниях и подтянуть нужные предметы, особенно учитывая, что стоимость подписки повышается каждые 2 недели. Начните готовиться к экзаменам с «Соткой», как это уже сделали тысячи учеников. Переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании и записывайтесь на бесплатный вводный урок прямо сейчас. Ну а по моему промокоду Брауни вы получите скидку 8% на обучение. И помните, экзамены не страшны, если подготовиться к ним заранее и с «Соткой». Ну а теперь поехали! Первый клип, незаслуженно забытый мной в предыдущей части, это видео на песню Top or Cliff певицы и актрисы, а также бывшей участницы групп IOI и Гугудан Ким Си Джон. По визуалу он очень напоминает мне упомянутый в первой части клип Биби на песню Animal Farm. Здесь мы также видим девушку в белом платье, которая устраивает кровавую бойню. А еще он тоже кинематографично снят и выглядит как маленькая криминальная дорама. В первые пару минут видео не происходит ничего особенного. Героиня Си Джон приезжает в роскошный особняк, где ее встречает прислуга. Но далее мы понимаем, что особняк напичкан ловушками, а прислуга следит за девушкой и, судя по всему, собирается ее убить. Однако она сама не так проста и была к этому готова. Она нападает первой, в процессе получает ранение, а затем завязывается масштабная перестрелка. Кто-нибудь вообще считал, скольких она положила? Далее мы видим драку героини не то с дворецким, не то с самой собой, в которой она также побеждает, а потом сжигает особняк. Судя по всему, все это метафорически поданная история о саморазрушении, через которое проходит героиня в своем стремлении к идеалу и к достижению вершины. Прислуга – это, скорее всего, публика, которая следит за каждым шагом артиста и готова расстрелять его за любое неверное телодвижение. Расставленные ловушки означают, что ей ни в коем случае нельзя расслабляться. Ну а борьба с самой собой и сжигание собственных идеалов в конце, наверное, и не нуждаются в особом пояснении. Надеюсь, я верно истолковала этот клип, ну а вы можете поделиться своими мыслями в комментариях. Следующее видео – клип на, пожалуй, мою любимую, ну или как минимум одну из любимых песен группы KARD – You and Me. Эта песня о нездоровой любовной одержимости, и завораживающий клип с отрезвляющим сюжетным поворотом полностью отражает ее суть и передает ее настроение.
В самом начале видео мы видим вывеску отеля Апего, что в переводе с испанского буквально означает «зависимость». Далее мы видим участников группы, разделенных на пары. В их сценах разный цветокор и разное настроение. Первая пара поначалу выглядит идеальной. Они хорошо одеты и ужинают вместе, в то время как вторая пара, судя по всему, находится не на лучшем этапе отношений. Их комната не убрана, а парень выпивает и игнорирует девушку. Тем не менее, в отношениях первой пары также присутствует какое-то напряжение, и парень здесь тоже выглядит каким-то безразличным. В поворотном моменте оба парня превращаются в безжизненных мертвецов. Картинка начинает напоминать неприятный головокружительный сон, девушки начинают осознавать, что их отношения буквально мертвы, но еще не готовы это принять. Нездоровая зависимость от своего партнера и неготовность его отпустить. Клип наглядно передает смысл этой песни. Следующее видео с похожим лейтмотивом. Клип на песню Someone I Know певца Чо Хё Ну при участии Лим Ким. Это тревожное, мрачное и запутанное видео, напичканное метафорами на тему безответной любви, неспособности отпустить человека и свои чувства к нему и так далее. В самом начале клипа мы видим опускающийся гроб, после чего нам показывают, как главный герой клипа, пианист, душит женщину. Затем мы видим жуткую маленькую девочку, и постепенно сцены становятся все более кровавыми и пугающими. Нам показывают, как пианист укладывает женщину в гроб и заколачивает его, но она как будто бы просится назад, ну или ему так кажется. Затем он видит там самого себя, и, судя по следующей сцене, несложно догадаться, что произошло с ним дальше. Затем нам показывают газету с заметкой о самоубийстве пианиста и девушку с букетом черных цветов, которую сыграла певица Гаин. В руках она держит шкатулку с их совместной фотографией. Заканчивается клип так же, как и начался, только вместо гроба на нас опускается пианино. Сюжет этого клипа не самый простой и понятный, но он однозначно оставляет довольно некомфортное чувство после просмотра. Не могу не упомянуть здесь еще одно музыкальное видео моей любимой Биби – Giotto. Во-первых, это очень атмосферный и кинематографичный клип, отдающий вайбами фильмов Вонга Кар-вая. А во-вторых, это настоящий маленький триллер. В первой сцене мы видим Биби, сидящую за столом перед тарелкой, полной неких таблеток. Далее наблюдаем, как девушка едва ли не становится жертвой насилия со стороны мужчины, однако отбивается от него и оборачивает ситуацию в свою пользу. Внезапно мы видим еще одну девушку, которая прикована к этому мужчине наручниками, и флешбэк их постельной сцены, за которой Биби наблюдала со стороны. Далее она, хоть и без подробностей, убивает мужчину и пытается вывести его тело из номера отеля, но вторая девушка все еще остается прикована к нему, и Биби, судя по всему, приходится отпилить ей руку. Когда Биби сталкивает тележку с телом мужчины в бассейн, он оказывается еще вполне жив, и девушка со стороны наблюдает за его барахтанием, после чего просто топит его. В следующих сценах мы видим танцующую в номере Биби и многочисленные флешбеки случившегося. Giotto – это песня о предательстве со стороны манипулятивного человека и освобождении от оков его власти. Я не понимаю, почему у этого клипа до сих пор всего лишь 500 тысяч просмотров, и призываю вас посмотреть его и послушать эту потрясающую песню целиком. Конечно, если вам уже 19+, ведь у этого клипа именно такой возрастной рейтинг. Следующее видео вы ожидали увидеть в прошлом выпуске, и это клип уже, к сожалению, расформированной женской группы Nature на их, пожалуй, самую популярную песню Girls. При прослушивании отдельно от клипа эта танцевальная песня с незамысловатым текстом о влюбленности не отдает никакими мрачными вайбами. Однако про видео нельзя сказать того же. Оно вышло в двух версиях, так как режиссерскую версию клипа канал Mnet посчитал слишком жестокой для показа на ТВ. Именно ее мы и рассмотрим. Видео не имеет четкого сюжета и состоит скорее из набора образов, объединенных общим настроением. В течение клипа мы видим коридор отеля, по которому бродят участницы группы и самих девушек в их индивидуальных сценах, таких как шкаф с окровавленными платьями, окровавленный пол,
пол, нагромождение мебели и плюшевых мишек, облезлая ванная, а также спальня, какая-то гостиная с разбитой посудой и так далее. Эти сцены чередуются с танцевальными сценами и довольно жуткими моментами, такими как этот или этот. Именно они и были вырезаны из телевизионной версии клипа. В дансбрейке платья девушек тоже становятся окровавленными, к жутким кадрам прибавляются окровавленные руки, растерзанный мишка, сами девушки предстают в образах призраков, а заканчивается клип жутковатой сценой с топором, летящим прямо в лицо одной из участниц. Несмотря на отсутствие сюжета, это видео нельзя назвать бессмысленным. В нем легко считывается концепция разрушения, испорченной чистоты и душевных терзаний. Так уж и быть, затронем королей и популяризаторов мрачного концепта VIXX и их клип на песню Voodoo Doll, который был выпущен в 2013 году и наделал тогда много шума. Этот клип, снятый в стилистике фильмов ужасов, получил рейтинг R и вместе с хореографией был подвергнут цензуре. Задумку, по которой участники группы превращаются в кукол Вуду, телевизионщики не оценили и сочли некоторые движения слишком жестокими и имитирующими убийство. А клип был перемонтирован и представлен в двух версиях. Сюжет здесь минимальный. Роковая красотка управляет участниками группы и всячески издевается над ними с помощью куклы Вуду. Все это сопровождается весьма графическими, хоть уже и не очень реалистичными для нашего времени, изображениями крови, всякого мяса, разрезания и прокалывания кожи и так далее. В общем, гримерного латекса и прочей бутафории было потрачено немало. Несмотря на то, что сейчас этот клип уже не кажется страшным, многие кей-поперы, которые видели его в детстве, до сих пор вспоминают его с содроганием. Клипы с зомби-тематикой не такая уж и редкость для кей-поп-исполнителей, но большинство из них не выглядят пугающе, чаще всего совсем наоборот, скорее забавно, мультяшно и карикатурно. Однако есть и такие, которые похожи на короткометражный фильм ужасов, и самым жутким из всех подобных зомби-клипов я бы назвала клип на песню Dear Rude певицы и участницы группы Brown Eyed Girls G.A. при участии рэперши Чита. Он почти полностью черно-белый, от чего возникают ассоциации с ранними фильмами о зомби. Первое, что мы видим, это миска сырого мяса. Далее мы видим, как G.A. приходит в дом, в котором царит полный беспорядок. Она ходит по нему со свечой, а затем на кухне встречает мужчину, который начинает превращаться в зомби. Далее девушка задергивает шторы и сама также превращается в зомби или вампира, и, судя по всему, мужчина ее боится. Он отступает, нам показывают намек на какой-то зомби-вирус, и начинается хаос. Из маленькой двери, рядом с которой в начале видео стояла миска с мясом, один за другим начинают выползать жуткие зомбаки. Они затаскивают внутрь дома соседку, потом нам показывают, как они пируют, и нет, они съели не соседку, потому что она тоже обратилась. Далее мы видим Читу, которая приходит к ним с тортиком, и веселье продолжается, пока G.A. не распахивает шторы и зомбаков не начинает корчить от света. На последнем припеве клип становится цветным, и G.A. предстает как королева перед своими зомби, которые разбегаются кто куда по городу. Так начинаются зомби-эпидемии, а потом поезд в Пусан. Эта песня повествует о расширении прав и возможностей женщин, а зомби, которые, как вы уже заметили, все мужчины, символизируют мужское общество. Например, первый, вероятно, отражает фигуру отца, которого G.A. поначалу боится, и так далее. Когда понимаешь смысл песни, все сцены и образы из клипа тоже начинают обрастать символизмом, и он перестает казаться простым клипом про зомби. Следующий клип буквально является нарезкой сцен из фильма ужасов. Это клип на балладную версию песни Lies группы Tiara. В нем были использованы сцены хоррор-дорамы «Душа» 2009 года выпуска, в которой участница группы Tiara Джион сыграла одну из главных ролей, а именно сестру главной героини. Сюжет дорамы повествует о старшекласснице, одержимой злым духом, и криминалисте, который использует ее силу для устранения преступников и поиска справедливости. А песня Lies стала саундтреком к этой дораме. Стоит отметить, что ни текст песни, ни даже сам клип никак не пересекаются с сюжетом дорамы.
Клип является просто нарезкой жутких и драматичных сцен, и, возможно, это сделано намеренно, чтобы избежать спойлеров. Следующее видео – клип на песню Bad женской группы Queen Bee. Он был выпущен в 2013 году, ну а сама группа, к сожалению, тихо распалась в 2017. Текст этой танцевальной песни не слишком глубок. Его можно описать как призыв стать свободной и уверенной bad girl, которая нарушает правила. Музыкально это танцевальный трек, отражающий кей-поп-тренды десятых. А вот с видео все куда интереснее. Оно мрачное, довольно сильно расходится с музыкой по атмосфере и, самое главное, в нем есть сюжет. Клип начинается с цитаты из романа «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского. «Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию». Далее девушки продолжают знакомить зрителя с русской культурой. Нам показывают, как под музыку из «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского некий мужчина, сидя у бассейна, читает статью, в которой говорится о 10-й жертве неизвестного серийного убийцы. Он пьет вино с говорящим названием «Casillero del Diablo». И мы видим, что в его бассейне плавает тело девушки, что дает нам понять, что этот мужчина и является тем самым убийцей и дьяволом. Далее мы видим достаточно откровенный флешбэк того, что именно произошло с этой девушкой и метку, которую маньяк оставил у нее на спине. Не знаю, почему она выглядит как звезда Давида, предполагаю, что гримеры хотели изобразить пентаграмму, но у них что-то пошло не так. И да, этот маньяк из тех, которые слушают исключительно классику и, загадочно ухмыляясь, пьют дорогое красное вино. Далее нам показывают, как участницы группы выныривают из воды и татуировку с библейской цитатой на спине у маньяка. Когда начинается песня, мы узнаем, что маньяк также является вампиром, и участницы группы приходят за ним, чтобы отомстить. Они долго гоняют его по лесу, а потом притаскивают в свой БДСМ-подвал, где он приходит в себя прикованным к стулу. Девушки немного мучают маньяка, забирают у него перстень и отдают какой-то девушке, которая, возможно, символизирует одну из его жертв. Тут же мы видим, что в подвале он такой не один. Восстановив справедливость, девушки возвращаются в воду, и на этом клип заканчивается. Если не вдаваться в странноватые подробности, это довольно неплохое жутковатое видео в копилочку к клипам группы 1NB. Завершить этот выпуск я хочу клипом на дебютную песню IU Lost Child, которая вышла в 2008 году, когда ей было всего лишь 15 лет. Это видео, возможно, не такое уж и жуткое, но оно как минимум странное, необычное и для многих становится довольно неожиданным, что дебютный клип IU выглядит именно так. К сожалению, на момент выхода эта песня не имела успеха, и IU даже столкнулась с большим количеством критики за свой дебют, поэтому ее дальнейшее творчество довольно сильно отличается по настроению и звучанию от этой грустной баллады о расставании. В мрачном и мистическом клипе на эту песню юная IU в белом платье, похожем на свадебное, босиком бродит по лесу, который кажется потусторонним из-за цветокора и большого количества тумана. Она как будто бы ищет кого-то, как вдруг видео приобретает жутковатый оборот. Из земли начинают выползать почти обнаженные танцоры. Они следуют за девушкой, пытаются дотянуться до нее, но она боится их и всячески избегает. IU продолжает петь под дождем в черном платье. Мы видим ее горящую фотографию с парнем, а затем некая слепая девушка как будто бы усыпляет певицу, и, просыпаясь, она видит того самого парня с фотографии, которого, кстати, сыграл бывший участник группы M Black Thunder. Он протягивает IU кольцо с обрывком фотографии и исчезает. В конце клипа певица идет на свет и выходит из леса через те же ворота, через которые она попала туда в начале. Возможно, так нам показали ее путешествие в загробный мир, и по сюжету этого клипа ее молодой человек умер. Я не уверена, но этот клип наталкивает меня именно на такие мысли.
У меня в запасе осталось еще некоторое количество жутких клипов корейских исполнителей. И в принципе я могу продолжать разбирать их, пока вам это интересно. Ну или обозреть в подобном ключе что-нибудь другое. Обязательно поделитесь в комментариях своими мыслями об этих клипах. Пишите, если я что-то пропустила и вообще нравится ли вам такой формат или нет. Обязательно переходите в мой телеграм-канал, сейчас там идет голосование за наш собственный топ лучших песен Евровидения, как и в прошлом году. Он в закрепе, приходите голосовать и обсуждать заявки, ну и, конечно же, обсуждать кей-поп новости. Не забывайте про подготовку к экзаменам с соткой, все ссылочки вы найдете в описании под видео. Ну а я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока.